Что ж, давно не виделись. Ну, вообще, ролик должен был выйти примерно немного после Хэллоуина, но что-то я немножко задержался. Так вот, незадолго до Хэллоуина я решил поиграть в какой-нибудь хоррор. Но так как я ссыкло и меня может напугать любая более-менее страшная игра, то выбор у меня был велик. И тут я вспомнил про игру, которую забросил давным-давно, так как было ну прям слишком страшно. И говорю я про Dead Space. Мое знакомство с мертвым космосом началось еще со времен QTV на телевизоре. Шана героем. И смотрю, значит, игра на авто по ящику, и тут перед собой вижу игру. Крутой главный герой с крутым оружием, который еще и убивает довольно занимательных существ. Надо брать, подумал я, и пошел в магазин. Зайдя в магаз, я моментально помчался к продавцу с сакральным вопросом. Dead Space есть? Он ответил, что наличие есть только вторая часть. Я, после его слов, очень сильно расстроился, но все же взял диск и помчал обратно домой. В предвкушении забористого экшена, я, покрываясь потом, положил священный круглый кусочек пластика прямо в дисковод. После установки, с великим нетерпением, я сразу же запустил Dead Space 2. И то, что я себе представлял, оказалось совсем не тем, что предстало у меня перед монитором. Вместо жесткого экшотчика меня напугали до отвала кишечника. При этом я закинул игру, потому что не смог пройти эту блядскую дверь. Ведь тогда я, походу, был тем еще драйвером и не смог прожать одну кнопку несколько раз. Хотя и напугать меня игра успела знатно. И вот так, с обосранными штанами, я на несколько лет забросил идею проходить Dead Space, пока в 2016 году Origin не начала бесплатно раздавать первую часть трилогии. От такого выгодного предложения я не смог отказаться, и уже тем вечером я снова попытался залететь во вселенную мертвого космоса. Но, увы, недостаток мотивации и давящая атмосфера ужаса в очередной раз не позволили мне пройти ее. Но сегодня я возьму свои яйца в кулак, переборю свои страхи и, наконец, пройду эту чертовую грень. И посему, дорогие дамы и некроморфы, я представляю вам краткое содержание игры Dead Space. Игра начинается с сообщения златовласой девушки, которая адресована Айзеку Кларку, главному герою всех частей серии. Девушку зовут Николь Бреннан, и она возлюбленная Айзека. Николь на 6 месяцев отправилась на корабль USG Ишимура в качестве врача. После потери связи с Ишимурой, CAC направляет к планетарному потрошителю шаттл с ремонтной командой на борту, куда добровольно пошел и сам Айзек. Само прибытие на Ишимуру, мягко говоря, прошло не очень гладко. Наш шаттл, так сказать, пошатало. Ну, вы поняли. Ладно, все, больше не шучу. Все серьезно, мы же как бы в survival horror играем, да? Далее нас обучают базовым механикам, как ходить, бегать, открывать двери. После этого старший офицер безопасности Хэммонд просит нас чекнуть панель. И тут начинается сущий пиздец, хаос, какие-то непонятные существа напали, и мне нужно срочно драпать. Ух, вроде бы убежал. Ну, это было близко. Ага, что тут у нас? Cut their limbs. Ага, а что это? О, вот это мне надо. Тут нас еще учат, как разбивать коробки и давить трупы. Так, открываем дверь, тут какой-то придурок там орет. А, ладно. Кстати, этих милашек зовут некроморфы, и по сути это мутировавшие реанимированные трупы. Это самый распространенный вид некроморфов, и больше их вариаций мы увидим дальше по игре. Я встретил Хэммонда и Кендру, они говорят, что нужно заново запустить систему вагонеток, и только Айзек может ее восстановить. То есть, вы считаете, что простой инженер сможет выжить в окружении ебучих некроморфов, когда натренированных людей рвут в клочья? Ну, в принципе, да, норм. Сверяемся по личному GPS и идем делать дела. Сначала нам нужно расчистить путь для вагонетки. Подбираем стазис. Стазис помогает нам замедлять некроморфов и решать определенного рода загадки. Как тут, к примеру, сломанная вагонетка, которая перегородила весь туннель, и нам нужно ее убрать. Но один из ручных механизмов работает неисправно, и нам нужно использовать стазис, чтобы зафиксировать оба механизма. Сделали. Далее бежим... Мне кажется, это нехорошо. Ну что ж, встречайте,
Прыгун? Ну, в принципе, из себя эта тварь практически ничего не представляет как противник. Теперь идем забирать плату данных. О, кстати, в этой же комнате нас знакомят с верстаком и силовым узлом. Силовой узел используется для улучшения вашего снаряжения, а также для открытия хранилищ. Как говорится, держу в курсе. Далее возвращаемся в центр управления вагонетками, вставляем плату, запускаем систему и готово. Нас благодарят за выполненную работу и просят вернуться на наш шаттл и ждать там. Захожу и, значит, думаю, что смена окончена, а начальник говорит: «А ты куда?» Ответ: «Убил». Эх, ладно, пойду я лучше. Набирает Кендра и говорит, что из-за общей тревоги доступ к системе заблокирован, и только капитан может управлять ею. А капитан в морге. Что ж, пора в путь. Кста, вы знали, что тут есть магазин, в котором можно затариться всяким и прокачивать свой костюм? Теперь знаете. Заходим в вагон и видим окончание первого чаптера. В следующей главе под названием «Интенсивная терапия» мы оказываемся в медицинской палубе, где нас встречает хранительница огня, которая передает нам кинезис. Очень, кстати, удобная штука, ею можно там объекты брать на дистанции и кидаться ими. А еще чуть по коридору нам попадается на глаза чертеж. Они разбросаны по всей игре и позволяют нам крафтить предметы. Логично. Так, а где там морг? Ага. С нами связывается Хэммонд и говорит, что нам нужна взрывчатка для того, чтобы пройти дальше. Ну и ладно. Сейчас нам нужно найти части для термита для того, чтобы взорвать заблокированную дверь. Отбившись от навала чертей, я зашел в кабинет и нашел видеозапись, в которой капитан вместе с доктором обсуждает какой-то обелиск. Ну, ладно, неважно. В пути нам встречается новый вид некроморфов, затаившийся. Ну шо ты, шелупонь, давай, выходи! Нашел снова бомбы, и теперь надо найти детонатор. Возвращаемся в начало и идем в другую дверь. Стоп. Вы это слышите? Что это? Он? Сам детонатор находится на складе с медицинским оборудованием, и чтобы попасть туда, нужно пройти через поврежденный отсек прямо в какой-то огромный зал. На самом деле, я вообще без понятия, что это, да и не суть. Также впервые нам здесь демонстрируют нулевую гравитацию. Забрали хабар, и теперь можно уебывать. Расчленяем парочку некроморфов и идем делать кабум. Теперь, наконец-то, мы можем попасть в этот сраный морг. Пробиваясь через орды некроморфов, мне все-таки удалось найти тело капитана, но, увы, до него уже добрался заразитель. И эту мразоту надо убивать в первую очередь, потому что в случае, если вы этого не сделаете, вместо одного некроморфа вы будете сражаться с целой аравой. Так что малого на помойку и капитана туда же. Кстати, как вы могли заметить, данный некроморф отличается от тех, которых мы встречали до этого. Это улучшенная версия, которая быстрее, крепче и смертоноснее обычных. Забираем коды доступа, и с нами связывается Хэммонд. Он говорит, что мы молодцы, тыры-пыры, но у нас появилась другая проблема в виде снижения орбиты корабля. И если наш бравый инженер-истребитель не восстановит орбиту корабля в инженерной палубе, то нам всем грозит столкновение с планетой. Так что мчим к вагону и дропаемся в инженерную палубу. В этой главе Айзеку предстоит заправить баги корабля и включить гравитационную центрифугу. В принципе, ничего сложного. Данная лока, как по мне, самая жуткая во всей игре. Везде просто аномальное количество крови, также можно заметить разломные к чертям двери, трупы, еще эти ебучие коридоры нагнетали хуже прежнего. Так, ладно, подачу топлива остановили, теперь можно пойти врубать центрифугу. Для включения центрифуги нам нужно подсоединить к ней два ротора, используя как кинезис, так и стазис. Запустили данный аппарат, пора отсюда сваливать, главное не попасть под его раздачу. Закончили, и теперь... Теперь нужно все это дело запустить. По дороге обратно с нами связывается Кендра и открывает нам проход к машинному залу. Производим прогулку на свежем воздухе, и теперь мы оказались в отделе любителей болот из Dark Souls. По-быстрому пробегаем в комнате управления двигателями, и тут нам впервые представляют некроморфа, любителя пивка по акции. И лучше не стрелять ему в брюхо, потому что впоследствии вам придется еще убивать его глистов. Заканчиваем наши инженерные делишки и валим отсюда. Под конец наши тамадачи говорят Айзеку, что ты как всегда хорош, но если мы не включим систему противометеоритной защиты, то нам пизда, а потому нам надо добраться до мостика.
И так уже заканчивается 3 глава. В следующей главе я должен был посмотреть в астероиды. Ну, здесь, в принципе, ничего сложного не было. Ну, кроме этой жирной паскуды. Так, все системы вроде работают, классно, круто, но появилась очередная проблема. В отсеке гидропоники что-то начало заражать воздух и нужно уничтожить источник загрязнения. Сейчас нужно вернуться на медицинскую палубу и найти компоненты токсина, способного нейтрализовать заразу. Забрав капсулу, я уже был готов ливать, как вдруг дверь закрылась и меня поприветствовал доктор Келус Мерсер и по совместительству фанатик-юнитолог. И сейчас я вам по-быстрому поясню за юнитологию. Проще говоря, это фанатики, которые верят в то, что человек ущербное создание, которое было создано инопришчленцами, и что после смерти они смогут воссоединиться со своими родными на небесах при помощи священного маркера, или обелиска, как вам угодно. Ну, думаю, я довольно понятно объяснил, а теперь мне нужно срочно съебывать от этой вечно регенерирующей мрази. Единственное, что вы можете сделать, это кинуть на него стазис и расчленить, а потом убегать, потому что рано или поздно он встанет и вырвет вам кадык. Итак, всю главу придется убегать от этого трухантера, при этом собирая компоненты для токсина. Смешиваем компоненты и идем в криогенную лабораторию. Тут нас поджидает Мерсер. Он поделится с нами своим планом. Транспортировать некроморфов в замороженном виде на Землю при помощи капсул. Ну, план просто гениальный, я вам честно скажу. И после своего монолога впускает к нам охотника в лабораторию. По сути, это первый босс-файт в игре, но тут все просто. Заманиваем тварь в криоаппарат, отсекаем конечности, докидываем стазис сверху и замораживаем. Все готово? Тут с нами связывается Кендра и просит поторопиться в отсек гидропоники, ибо уровень кислорода начал стремительно уменьшаться. Понял, принял, не тупой, погнали. Ну, вообще, как по мне, в 6 главе было интереснее всего. Во-первых, необычное для Ишимура окружение, ведь только здесь выращивают растения и пищу. Во-вторых, Лока за всю главу не успела надоесть. И, в принципе, здесь я вообще не душился. Главная задача здесь — уничтожить все источники заражения, плюс подать токсин по системе пищевого фильтра. На моем пути меня встретила делегация отсека гидропоники и пожелала мне прекрасного дня. И насколько же мне понравилась эта глава, настолько же я ненавижу ее босса. Огромная хуета, которую убивать так же интересно, как босса в данжах Элден Ринга. Стреляем ему по уязвимым местам на щупальцах, а потом стреляем ему... в рот, наверное. Попустили дурачка, и теперь можно идти дальше выполнять инженерную рутину. Еще и Кендра позвонила такая: «Yo, what's up, Isaac, it's time to kill some necromorphs!» и пустить сигнал бедствия, что мы нас забрали с этого корабля или мы сдохнем. А маяк, который должен подавать сигнал, находится на рудной платформе. Спускаемся к складу с маяком. К несчастью, мы не можем туда попасть, но неожиданно из ниоткуда появляется Николь, которая готова нам помочь. Ну, нормально себе побазарить нам не дают, потому что нам нужно открыть дверь с помощью этой консоли. Пока Николь занимается консолью, мы должны защищать ее от некроморфов. Удачно дефаем тяночку, но, к сожалению, нам придется расстаться на время. Лутаем маяк, и с нами связывается Кендра. Говорит, мол, открыла доступ на уровень в платформе, где есть огромный астероид. А зачем нам астероид, спросите вы? А я отвечу: для того, чтобы сигнал дальше распространялся. И теперь Айзек должен как можно скорее топ-топ-топ поставить маячок на астероидик. И... тут я охуел. За что? На самом деле это загадка для фейвхедов, но сейчас я вам покажу тупо гайд, свои супер mad skills, как сделать это. Сначала мы уничтожаем два якоря в этом помещении, потом с божьей помощью забегаем за астероид, пока меня снова не расколошматило. Выходим в открытое пространство, там же дестроим еще два устройства, ставим маяк и валим поскорее. Теперь осталось только вытолкнуть осколок в космос. Все сделано, но по закону жанра, естественно, наши проблемы не окончены. Оказывается, антенны Ишимуры не работают, и нужно их пофиксить, иначе не сможем получить ответный сигнал. Так, вроде бы сюда. А ты что такое? Так, связь есть, огромным тентаклем пизды дали. Что дальше-то? О, кто-то получил наш сигнал? Круто. Стоп, это что? Мне кажется, или... Вот дерьмо!
Помните, я там говорил о плане Мерсера по переправлению замороженных некроморфов? Так вот, бедолаги Свейлора подобрали такую капсулу, и теперь шаттл кишит ходячими трупами. А самое лучшее то, что сейчас мне придется идти туда и забирать сингулярный конвертер. Вместе, которое кишит трупами под спидами. Класс! Пробираясь через этот ад, я в конце концов нашел то, что искал. И тут выбегает Хэммонд. Я даже обрадовался его появлению и думал, что мы вместе сможем уйти отсюда. Но, к сожалению, здоровенный Мото подумал, что из Хэммонда получится отличный фарш. С почином, Хэммонд. Мстим за друга и быстренько топаем до спасательного челнока. Уже 10 глава, и мы очень близки к финалу. Кстати, я забыл упомянуть, но в прошлой главе, во время моих заворожительных приключений, со мной связался некий доктор Каин. Он предупредил, что эпидемия некроморфов не остановится и рано или поздно достигнет остальные планеты, и тогда всем... Ну вы поняли. А потому нужно найти способ уничтожить обелиск. Сперва нам нужно привести челнок в рабочее состояние. Для этого нам нужно попасть в пассажирскую палубу. Но как только я попал туда, я стал свидетелем жуткой картины. Куча трупов с колотыми ранами в головах, еще и завернутые в тряпки. А также куча непонятных надписей и прочего говна. Что ж, надеюсь, здесь не случится нечто ужасное, когда я вернусь. И тут мы снова встречаемся со старым знакомым. Он как раз начал терять свои неологические бредни, а потом порешил бедного парня во имя своей веры. Ну, как бы нам похер, нам-то надо забрать нужные штучки, поэтому неважно. Находим ключ техкоманды и возвращаемся обратно. Настало время поговорить с доктором Кайном. Мужик оказался слегонца шизанутым, но вполне себе неплохим человеком. Он показывает Айзеку отрывок видео, снятого колонистами, на котором видно разум Роя. Огромную херь, которая служит источником телепатического контроля некроморфов. Ну, типа как у муравьев, походу. Также оказывается, что обелиск, находясь на планете, сдерживал это чудовище, и нужно как бы вернуть его на место. В принципе, делать нехуй, так что я соглашаюсь. Заставляем летающий аппарат функционировать, одновременно с этим поджариваем последнего охотника в этой игре до well done. Magnifique. Кстати, из приятного. Мерсер отдался заразителю, и теперь никто не будет мне больше мешать. Да. Пока я пытаюсь погрузить обелиск на борт, хочу вам сказать, что несмотря на всю кайфовость этой игры, ее атмосферу ужаса и страха, а также интересный геймплей, увы, последние 2 главы игры крайне душные. Тут уже было видно, что идеи у разработчиков закончились, и не осталось ничего, чем бы можно было удивить. Поэтому они ничего не смогли придумать, кроме как спамить меня мобиками, пока я опять же транспортирую обелиск. Кайф. Перебив, где-то примерно весь состав Ишимуры, я наконец погрузил обелиск на шаттл. Вернувшись к Кайну, мы уже были готовы отчаливать, но тут случилось это. Как вы могли уже заметить, Кендра застрелила Кайна. По связи она призналась Айзеку в том, что работает на правительство, и с самого начала знала о обелиске. На самом деле, это устройство было построено много лет назад людьми и было скопировано с реального артефакта. Запустив его на Егиде-7, они начали первую эпидемию некроморфов, после чего проект был заморожен и заброшен, а планета была объявлена закрытой. И после этого инцидента, спустя года, корпорация CAC втайне от правительства решила добывать ценные породы на Егиде-7 с помощью USG Ишимура. Вот так вот. И вот так после этого Кендра оставляет нас у разбитого корыта. Казалось бы, все, конец. Женщина опять все испортила. Как вдруг, нежданно-негаданно, Николь связывается с нами. Она просит нам помочь ей в диспетчерской. Там Айзек наконец воссоединяется с возлюбленной. Хотя меня немного напрягают эти мигающие консоли. Что бы это могло быть? Наверное, какие-то неполадки в системе. Да, точно. Далее Николь расскажет нам, что челнок Ишимуры можно по радиосвязи вернуть обратно в ангар, что я определенно намеревался сделать. Кендра, к сожалению, успевает удрать в спасательной капсуле раньше, чем до нее добрался я. Но ничего, ведь Айзек теперь вместе с Николь летят возвращать обелиск на его изначальное место.
Последняя глава под названием Dead Space должна была называться «Мертвая духота», потому что именно в этом месте нам всю главу, я не шучу, всю главу придется возвращать обелиск на законное место. Я примерно час перетаскивал обелиск до нужного места. Час! Подведя обелиск к пьедесталу, запускаем перенос артефакта с погрузчика через консоль. Как только обелиск вернется на место, он испустит луч света. Из-за артефакта выйдет Николь и поблагодарит Айзека, сказав напоследок, что теперь они едины. А на фоне огромный кусок породы падает на поверхность эгиды. Романтика. Кажется, пора съебывать, подумал я, и побежал. Внезапно появляется Кендра. Наш правительственный агент информирует, что Айзек сошел с ума и предлагает досмотреть видео о Николь, которое мы видели в начале игры. И тут случается неожиданный поворот. Николь Бреннан совершила самоубийство путем укола шприцом с пузырьком воздуха прямо в артерию. Все это время игрок и Айзек видели лишь иллюзию, созданную обелиском. Есть тут еще одна интересная штука. Если в оригинале взять первую букву из каждой главы, то получится сообщение «Nicole is dead». То есть разработчики в прямом смысле намекали нам о том, что Николь мертва. Facts. И после всего этого пиздеца Кендра уходит с артефактом, оставляя нас одних. Опять. Я вообще-то всю главу его сюда нес, ты, тварь! Стоять, подруга, я еще не договорил. О, смотрите, с нами решил поздороваться разум Роя. Здорово. Спасибо тебе, конечно, за аннигиляцию женщины, но мне придется тебя попустить, слегонца, окей? И если вы думали, что финальный босс Dead Space будет интересным, сложным, то, вас наебали. Финальный босс просто ничего из себя не представляет. Вид смоктавший Ми пенис, чудовище падает в пропасть. Айзек бежит к челноку и в последний момент успевает выбраться. Ух. Наконец-то все это закончилось. Я устал. Очень сильно. Мы с Айзеком прошли долгий путь, и теперь можем немного отдохнуть. Ведь наконец-то этот кошмар закончился. И вот он такой финал Dead Space 1. По итогу, игра мне очень сильно зашла. Начиная от гнетущей атмосферы отчаяния и заканчивая геймплеем, который не успевает надоесть аж до титров. Но больше всего я рад тому, что прошел настолько уникальную в своем жанре игру. Я очень сильно ссался поначалу, но потом... что я вру, нихуя не привык к такому. Было очень балдежно пройти подобную игру как раз под Хэллоуин. И те, кто еще не попробовал, обязательно рекомендую ознакомиться, потому что подобных игр, увы, практически нет. Что ж, всем спасибо за просмотр и скоро увидимся.